много интересной и позитивной информации, а также новости. Оба-на. А что это видеоблогеры делают в нашей глуши? Нихао. Наверное, на Douyin стримить будут. Но я на Douyin не снимаю. Я снимаю на YouTube, ВК-видео и Рутюб. Ну и также на китайские платформы, но вы на них не заходите. Столько позитивного, что сегодня только один негативный момент. Начнем с YouTube. Почему его блокируют? Почему вообще многие государства блокируют социальные сети других государств? Совсем недавно я создал новый аккаунт на YouTube. То есть чистенький, нет никакой еще информации обо мне. Он японский был. Захожу, но язык русский. И мне как давай литься пропаганда. Вся антироссийская. То есть я еще ни одного видеоролика не посмотрел. YouTube не знает, чем я заинтересован. Но одна пропаганда. И антироссийская. И тут я понял, да, правительства стран обязаны иметь свои соцсети для того, чтобы, если какая-то другая соцсеть, ну, например, TikTok захватил весь мир, что там, его вроде даже в Америке уже заблокировали, потому что и эти социальные сети такое огромное влияние оказывают, собирают данные и могут заниматься пропагандой, что да, к сожалению, до меня дошло. Я раньше знал эту необходимость, но я ни разу не видел такой жесткой пропаганды. YouTube, ты меня прям в этом разочаровал. Очень-очень сильно. Как это? YouTube — это хорошо, это необходимое зло, и я продолжаю им пользоваться. И вы тоже, если смотрите этот ролик, потому что он залит только на YouTube, ни в какие другие видеохостинги я его не стал заливать. Ой, как вкусно пахнет. И этот видеоролик только в плоском формате. Несмотря на то, что снят в сферическом, я решил делить и не дублировать. Стараться, во всяком случае. Конечно, хочется из одного и того же контента вытянуть по максимуму, но YouTube на это ругается. Если выложить сферическое видео, а потом преобразовать его в плоское и залить на другой канал, то происходят очень нехорошие ситуации. Я уже это проверил. Поэтому, если видео снято специально для Denos TV, то это будет на Denos TV. Если для Denos TV 360, то это на Denos TV 360 в сферическом формате. Хорошее про YouTube. Я уже неоднократно говорил, что всяким Рутюбом и ВК-видео никогда в ближайшем обозримом будущем YouTube не догнать. А тут я узнал про новую фишку. Автодублирование. Я видел на некоторых видеороликах англоязычных, что есть прям дубляж на русском языке. Я думаю, как они это делают? Не стал пользоваться поисковиком, а залез в настройки YouTube аккаунта. И смотрю, там есть экспериментальная функция дублировать видеоролик на все языки. Я говорю, что? Серьезно? И там такая пометочка для всех новых видеороликов, только загруженных. Оба-на! Мы с вами тут гуляли 2 недели назад, и вот этого шлагбаума вроде бы не было. Со всех сторон деревню огородили. Да, вроде новенький. Так вот, автоперевод, дубляж. То есть теперь я могу снять видеоролик на русском языке, например, вот этот. Галочку я уже поставил. И это все распознается и переведется на английский в том числе. Мне останется только описание создать, и англоязычные пользователи будут заходить и спокойно меня смотреть. Ну или даже китайоязычные. Да это ж просто охренеть, как говорится. Беру. Вот такие новости про YouTube. И я вам обещал больше не снимать для другого канала Denos TV, но у меня всплеск энергии, и хочется поделиться этой информацией с вами. Я создал еще один аккаунт на YouTube, я уже только что об этом упомянул, и до этого даже говорил. Он чисто для шотсов, для того, чтобы не мешать вот эти вот каналы. И ссылку на него не буду размещать, потому что я хочу попытаться с нуля раскрутить канал и посмотреть, как же он наберет-то вообще. И да, эти шотсы мультиязычные, то есть они не заточены под определенный язык. Немое кино, в общем. Посмотрим, что из этого получится. Уже 1000 просмотров набрали видеоролики.
шотсы, залитые на канал. Про YouTube вроде все. Новость номер 2. Вы заметили качество видео, которое сейчас смотрите? Если вдруг не заметили, переключитесь на 4К, и вы просто офигеете. А ведь это видео снято в сферическом формате. Но не псевдо 8К, которые я раньше делал для того, чтобы YouTube из 8К, из 5,7К не делал 4К, а почти настоящие 8К сферическое видео. Это камера Insta360 X5. Я пользуюсь ей несколько дней. Сказать, что я в восторге, это вообще ничего не сказать. Это взрыв мозга. 5 лет назад я впервые познакомился с Insta360 One X. Тогда она была очень крутая, но именно как бытовая сферическая камера, потому что профессиональные камеры, конечно же, снимают на порядок круче, но у них и стоимость, извините меня, даже не на порядок, а на порядки выше. Поэтому я именно про бытовые, вот такие вот непрофессиональные камеры типа Insta360 One серия или RS серия, а не Professional. Ради интереса зайдите на их сайт, ссылка есть в описании, и посмотрите, сколько стоит профессиональное оборудование. Просто офигеете. Так вот, если вы подписчик Denos TV 360, то уже, наверное, видели ролик «Экстаз от вечернего Китая». Ну, как-то так он называется. Это полный экстаз. Ну, во-первых, там и так-то красиво. А после того, когда я отсмотрел материал, заснятый на вот эту вот камеру, я был в полном восторге. Не поленитесь, зайдите. Пока еще 8К нет, возможно, и не будет, потому что почему-то некоторые ролики YouTube не делает 8К, оставляет 4К. Не знаю почему, но даже в 4К это смотрится очень качественно. 4000 юаней стоит такая камера. Ну, в России около 50 тысяч рублей. Это просто камера, без ничего, без крепления, без палок, без SD-карточек, даже без защитных стекол. Кстати, все это мне нужно будет докупить. Откуда я взял эти деньги? Зрители присылают и говорят: не бросай снимать видео. Но после таких сумм, которые мне иногда переводят, я просто не могу его бросить снимать. Но я эти деньги на еду не трачу. Я взял все, что последнее время задонатили, именно с таким посылом, что для съемок видеороликов, не на конкретную цель, а для съемок видеороликов. Добавил еще свою тыщенку, еще нужно будет добавить на аксессуары. И вот она, Insta360 X5, снимающая 8К. И отлично, просто супер круто снимающая также 8К и 30 FPS в ночном режиме. Это супер, мега, круто. У меня словарный запас просто... Чем я более восторженный, тем у меня скуднее словарный запас. Я просто забываю все, что хотел сказать. Да. Дальше. Это уже достаточно старая новость. А нет, подождите. Новость номер 3. Как я выгляжу? Как вам моя новая розовая футболочка? Шорты тоже новые. А кроссовки? Лора Пьяна. Кожа внутри. Говорят, в таких кроссовках не ходят в носках, поэтому я даже носки не стал надевать. Приятные ощущения, да? Пьяная Лора у меня на ногах. Ну, в общем, решил немножко сменить свою полосатую футболочку. Конечно же, будете периодически их тоже видеть, но решил выглядеть более прилично. Еще снова надо худеть. Ну, я об этом чуть не в каждом ролике говорю. Но, как говорится, у кого что болит, тот о том и говорит. Я вот о похудании, о вечном. Я вечно худеющий. Ну, вот теперь новость номер 4. Я уже забыл, что это за новость должна была быть. А, вспомнил. Для того, чтобы работать с такими объемами данных, да, нужен мощный компьютер. Я не стал сильно заморачиваться, проверил производительность, рендеринг. Меня все устраивало. Единственное, блок питания забрал сын
потому что его сгорел за 20 юаней, там был блок питания. И так удивительно, как он несколько лет продержался. Я купил новый блок питания и DDR3 сменил на DDR4. Установил 128 гигабайт. Думаете, этого с лихвой? Ничего подобного. Вот сейчас начал работать. Еще перехожу помаленьку с кодека H264 на H265. У него и сжатие получше, при тех, ну, в смысле, качество, при тех же самых объемах. Точнее, нет, при одинаковом качестве объемы поменьше. И он лучше приспособлен для сверхвысоких разрешений, всяких там 8К. Вот теперь у меня такой компьютер. Xeon 32, по-моему, потока. Я сейчас не вспомню уже, какой процессор. Я его сменил пару лет назад. И 128 гигабайт оперативной памяти. Если говорить про Adobe Premiere, то он все эти 128 сжирает только так. Загружаешь проект 4К 30 FPS длиной часа 2, и все 128 гигабайт уже заняты. Еще и в своп свалиться может. Так что, может, еще больше надо. Но моя материнка не поддерживает еще больше. Это новость номер 4. На самом деле, столько... Михаил. Я вообще не разобрал, что он сказал. Я таких словей еще не слышал. Ну, вроде по-доброму. Так. Видите, я, как всегда, без бумажки. Потому что, когда у меня есть четко написанный сценарий, я не могу так эмоционально. Я пытаюсь его придерживаться. И получается что-то типа: дорогие россияне, новость номер 5. Я наконец-то помаленьку начинаю использовать ИИ в своей работе. Первый видеоролик вы, скорее всего, не видели, потому что он набрал всего 2000 просмотров, хоть и залит на Denless TV, где обычно ролики набирают побольше. Давайте посмотрим налево. Видите эти тоненькие веточки и листочки? Хотя я нахожусь, камера от этого деревца находится на расстоянии примерно 1,5 метра. Представляете, как четко можно все приближать. А вот там посмотрите. Красота, вот об этом я мечтал. Сравнить качество этой камеры с RS One Inch Edition я, конечно же, не могу, потому что у меня ее больше нет. Но там разрешение было 5,7К. Они его позиционировали как 6К. Здесь 8К. Это на целых 1000 строчек сверху вниз больше. То есть это на треть больше разрешения. И я прям вижу, мне нравится качество. Про ИИ. Я иду тем же самым путем, для того, чтобы вы могли сравнить предыдущее видео на другом канале Denless TV, на котором сейчас находитесь, и это. Детализацию, цветопередачу, все остальное. И сказать: да, Gukam Kandao 3, без приставочки Ультра. Ультра это уже 8К, которая 5,7К снимает. Говно было, это про 5-ю. В смысле, уже потом, после 5-й новости, все начну валить в одну кучу, и о ней поговорим. О моей ошибке. Итак, и первый ролик, где я использовал ИИ, был про ночную прогулку на Филиппинах. Я снимал с помощью телефона. Качество картинки, конечно, так себе. 2000 просмотров, если не ошибаюсь. Но для того, чтобы поразвлекаться, я там добавил несколько элементов, мне очень понравилось. Конечно же, это вообще делают на профессиональном уровне давным-давно. Люди уже года 2, наверное, вся эта тема. Но тут я впервые попробовал сам, детям Лене показал. Лена говорит: а чё котенок на тебя так мяукает там? Я говорю: да не было никакого этого мяукания, это все ИИ нарисовал. Чё, серьезно? Да, серьезно. А сейчас, приобретя вот Insta360 X5, там уже есть в видеоредакторе, в обработчике элементы искусственного интеллекта. Склейка есть на основе искусственного интеллекта. В общем, там уже элементы появились. И в CapCut, в видеоредакторе китайском, также есть искусственный интеллект. И мне прям нравится. Но это такая не новость, скорее, а мысли вслух. Нравится это мне нравится, но глядя то, что сейчас размещают в рилсах, в шотсах, ну, в общем, во всех
вертикальных видеороликах. О, привет, курочка. К сожалению, камера достаточно большая, я не смогу пропихнуть в щель для того, чтобы разглядеть этот курятник. Так вот, почти все это нарисовано искусственным интеллектом, и со временем это начинает надоедать. Смотришь, как Путин идет с медведем в обнимку, как актеры из сериала «Друзья» выглядели в детстве. Да, это все мило, это все очень забавно. Со временем понимаешь, это же все не настоящее. Даже постановочное кино, где играют настоящие актеры, но вроде как все по сценарию, и то более реалистично, чем вот это вот все нарисовано. И мне кажется, со временем все-таки пройдет вот этот ажиотаж вокруг, и люди будут больше ценить. Знаете, как вот сейчас смотришь старый фильм, где спецэффектов, нарисованных на компьютере, минимум, все именно настоящие спецэффекты, как они называются, практические, по-моему, да, ну, то есть куколки там нарисованы. Вот я до сих пор смотрю «Чужого», например, там ни одного кадра с компьютерной графикой. Ну, это так офигенно. И ты понимаешь, насколько это было сложнее сделать. Сколько нужно было проявить фантазии. Да, сейчас даже с зеленым экраном тоже нужно проявлять фантазию, чтобы снять прям кадры, которые бы захватили современного искушенного зрителя. Но все равно я восхищаюсь вот теми старыми фильмами, где минимум компьютерной графики. Презираю фильмы на переходном процессе, в смысле в переходный период, когда часть, практически спецэффекты, часть нарисована на компьютере. Так убого сейчас смотрится это. А те старые фильмы до сих пор хорошо смотрятся. Ну и скучно смотреть современные, потому что если раньше... Интересно, а как это сняли, думаешь? Что теперь, как сняли, да на компьютере нарисовали. Нет восторга. Так вот, мне кажется, через какое-то время, когда большая часть видеороликов уже будет нарисована с помощью ИИ, люди вернутся к вот таким вот простым, настоящим, живым роликам. Но, может быть, я ошибаюсь. Что бы я об этом не думал, все равно я начал использовать искусственный интеллект. Хочу этого или нет, но пока не генерю никакие мультики ради контента. Где мы тогда шли? По той, наверное, улочке. Но снова по той же и пойдем. Если вы смотрите не в 4К или на маленьком экране, то, возможно, вы даже не заметите разницу в качестве картинки предыдущего видео и этого. Но если смотрите именно на большом экране, в хорошем разрешении, на хорошем интернете, то сможете даже разглядеть, вот специально подходить не буду, всю грязь вот на этом автомобильчике. Разглядели? Но теперь давайте подойду и посмотрим еще поближе, чтобы понять, насколько размытая картинка или насколько она четкая. Круто? Да, круто. Вот я хожу и восторгаюсь. Это была 5-я новость про искусственный интеллект. А вы пользуетесь искусственным интеллектом? Ну, кроме чата GPT для того, чтобы решать задачки на экзаменах. У нас сын сдал... ну давайте, вот сейчас болтовня. Просто снова болтовня, как некоторые из вас любят. Поехали. Школа. Сын сдал экзамены по российской программе за 8 класс. Хорошо сдал. Худший результат у него по информатике. Ой, да. У сына программиста... у отца программиста сын не смог сдать на 5. Но знаете, в чем прикол? Я ему с некоторыми вопросами помогал. Некоторые решаются вот так вот легко, а некоторые для того, чтобы понять вообще, что это имеется в виду, надо почитать современный учебник информатики школьный. Потому что вопрос, я не вижу там правильного ответа, например. Но галочки, здесь нет правильного ответа, там нет. Или про язык Паскаль что-то. До сих пор Паскаль изучают. Ладно, до сих пор Паскаль. Учебный алгоритмический или школьный алгоритмический язык до сих пор изучают, где там пока слева пусто, робот, не, влево роботу там, ну вот эти вот, там перо или исполнитель, какой там исполнитель, робот и
Сейчас, по-моему, какой-то зайчик, не помню, кто там прыгает, и плоттер изображает. Так вот, мы не смогли сдать. Ну, некоторые Макс прям просто ИИ запросил. И самый прикол, он пользуется Gemini через VPN. Ну, потому что бесплатно. И вообще никаких проблем с оплатой нет. Проблемы с оплатой из Китая также существуют, как и из России. Я не хочу заморачиваться со всеми этими карточками за 20 тысяч рублей, сделанными где-нибудь в Грузии. Хотя нужна карта, конечно, иностранного банка, очень нужна, но пока так. Так вот, Gemini один раз один ответ выдает, второй раз другой, третий раз третий. И в итоге все неправильные оказались. Но, во всяком случае, не совпало с тем, что думает об этом этот тест. Дальше. Снова учеба. Мы с вами были в МГУ. Ну, в прошлом году я вокруг МГУ в Москве гулял. А в этом году мы с детьми были в МГУ ППИ. Это Международный институт российский. Ой, все любят кошечек, я знаю. Посмотрите, какая кошечка. Как вам звук, кстати, на камере? Так вот, выбираем институт, хотя еще вроде как только 8 класс заканчивать, но уже пора. И сейчас появилась возможность на такую же экскурсию сходить в Гонконгский университет. Он здесь находится, в Гуанчжоу, ну, отделение Гонконгского университета. Я посмотрел видеоролики с него, ну, из него прям очень круто. Хочу тоже сходить, сейчас набирается группа, очень надеюсь, что получится. Про учебу все. В этом году дети заканчивают китайскую частную школу и переходят на удаленку, на российское образование. Надеюсь, все будет нормально. Я надеюсь, они не потеряют свои навыки китайского. Дальше. Я начал замечать, что в Китае все больше и больше животных. Раньше по деревням идешь, чтобы встретить кошечку, прям, ну, надо было постараться. Собачки есть, но мне кажется, их тоже стало больше. Увеличение количества именно кошачьих я заметил в год тигра. Такое ощущение, что все решили завести котиков, так как это почти тигры, вот, и завели. Но недавно я проходил тут деревушку недалеко, Губу. 3 часа 40 минут мы с вами гуляли, и я закончил как раз возле нашего, точнее уже в нашем гардене. Столько много животных, прям вообще не ожидал. И кошечки, и собачки, и крысы. Ну, эти тут живут, их разводить не надо. В общем, животных очень много, что меня даже... Ой! Даже немножко удивило. Она меня передразнила. Я сказал «ой», она повторила «ой». Ну, тихо, не знаю, будет ли слышно вам. Со звуком камеры я еще экспериментирую. Она умеет писать 4 потока, чтобы сферическая, звук именно 4-потоковый, сферическая, стерео, без какой-либо обработки, как там написано в инструкции, для того, чтобы записывать звук качественный, например, музыку. И сейчас стоит защита от ветра, но не сильная, потому что при сильной защите я заметил искажение звука, а средняя. Не знаю, будет ли защищать, надеюсь, что да. Все-таки 4 микрофона и искусственный интеллект. Давайте напоследок еще про камеру. Обзор будет на канале о гаджетах, но вот именно про эту камеру хочу сказать, что это появилось, если не ошибаюсь, в Insta360 Go. Такая маленькая камера. Она снимает только одну полусферу. И сейчас современные Go 3, по-моему, называется, или Go 3S, она сразу рефрейм делает. А в первой версии вроде как она еще могла полусферу сохранять. И потом из этой полусферы можно было саму рефрейм делать. Так вот, Insta360 One X2, по-моему, начал это делать. Но это 5, я 2, 3, 4 пропустил. Это 5 уже. И здесь можно записать полусферу, а потом по ней делать рефрейм. Офигенная функция. Это намного круче, чем просто экшн-камера. Это прям возможность... Посмотрите налево.
Чувствуете разницу в качестве видео предыдущего и этого? Если что, в описании есть ссылка именно на такой же момент, когда я показываю эту школу, приближая, и там все размыто. Сейчас качество прям, ну, минимум в 2 раза лучше. Так вот, рефрейм этот делается уже на постобработке. Можно сделать горизонтальное видео, вертикальное, с выравниванием по горизонту, без выравнивания по горизонту. Обалденно. Это проще, чем работать со сферическим видео. Это всего лишь полусфера. Можно как бы всегда направлять в нужную сторону, но потом подкручивать немножко. Вместо того, чтобы сделать обрезку всякую, можно вот подкручивать этот кадр. Обалденная функция. Ну и ночная съемка, это, конечно, тоже супер-мега круто. В прошлый раз я закончил здесь. Сейчас пойду дальше, мне яйца надо купить. Сегодня думаю, какую бы именно проходку сделать. Думаю, схожу за яйцами, а потом, я же недавно про яйца снимал. И эту проходку снимал. Проходку вспомнил 2 недели назад на другом канале Denvas TV. А где яйца покупал, долго-долго вспоминал. И так и не смог вспомнить. Но потом вот только что уже шел. Это же я прощался на Дзене. Да, новость. В Одноклассники и Дзен больше не выкладываю. Не вижу перспектив у этих платформ в качестве видеоплатформ. Это чисто что-то другое, но точно не видеоплатформы. Поэтому из российских осталось только Рутюб и ВК-видео. Так что мы продолжаем с вами прогулку. Ну и эта же самая камера. Если вы вдруг собираетесь ее купить, я пока не знаю о ее недостатках, кроме перегрева, уже посчитал циферки, но я в обзоре на канале о гаджетах расскажу. Поэтому сейчас можете послушать. Возможно, примите решение, даже не дожидаясь обзора или не смотря другие обзоры. Есть возможность обычной экшн-камеры. Используется только один объектив, либо направленный на меня вот этот, либо тот в противоположную сторону, и автоматический рефрейминг прямо во время съемки. Ничем не отличается от размахивания обычной экшн-камеры. Ну, какая самая популярная экшн-камера в мире? Наверное, Sony AX3000 или A3000, как она там называется. Слава Щекин ей уже лет 8 снимает, наверное. О, здесь сейчас шумно, ветер будет, да? Надеюсь, все равно меня слышно. Так вот, точно так же размахивайте в любую сторону, и можно даже на экран не смотреть, потому что широкий угол, скорее всего, попадете. Но мне не нравится такой стиль съемки. Конечно же, я поэкспериментирую. Помните, я проходил... не помните, большинство из вас все равно не видели эту прогулку по деревне, поэтому в описании есть ссылка конкретно на этот момент. Я рассказывал, что во многих домах есть мелкие производства. Вот это как раз было такое мелкое производство, но это покрупнее. Здесь хотя бы, что там, какие-то машинки швейные стоят, а бывает, что вообще просто сидят и собирают какую-нибудь фигню. Например, на веревочку нанизывают бусинки. Да, это тоже работа. О работе я даю своей видеоблогерской жилке последний шанс. Я нашел, чем заняться в Китае, в смысле для заработка денег. Сейчас у меня последние дни, когда я имею возможность полностью посвятить себя видеоблогингу, поэтому снимаю без остановки, монтирую без остановки. Что будет дальше, не знаю, но надеюсь, что будет возможность с этой работы, которая мне приносит деньги, не YouTube пока, хотя YouTube тоже, это же еще одна новость, которую я вам, наверное, еще не говорил. Или говорил? Не помню. Так вот, я надеюсь, можно будет отпрашиваться и снимать для вас видеоролики. Почему я решил себе дать еще один шанс? На моих каналах появились, я думаю, что и раньше эти зрители были, и, возможно, они даже донатили, просто не проявляли себя. Сейчас появились прям, назовем их топ-донатерами, которые... Ну, если вот взять за месяц, они реально переводят сумму, среднюю зарплату по России. Нет, ну ладно, чуть ниже средней иногда. Так вот, все эти деньги я трачу на съемки видеороликов и на обновление оборудования. Так что я решил пока не бросать. Несмотря на то, что есть работа, будут еще и вложики. Спать буду
на больничной койке с сердечным приступом или после полного истощения. А пока могу, снимаю, работаю и пытаюсь сейчас перебороть себя. На канале Denlos TV вышел первый шотс. Мы с детьми их называем кринжовыми. То есть реально я бы такое не стал снимать, если бы не нужно было раскручивать. Вот еще бизнес. Нихао. Какие-то бирочки там наклеивать. Так вот, если бы не нужно было раскручивать каналы, я бы такие ролики не стал снимать. Но я вижу, что шотсы раскручивают каналы, поэтому приходится их делать. Видеоролик про деревню. Первый, где 11 домов. 2 недели назад было 15 тысяч просмотров. Сейчас количество просмотров приближается к 50. Мне один из зрителей написал: ну вот, выстрелила. К сожалению, не выстрелила. Я этот ролик пиарил, раскручивал как только мог. В том числе и вот это видео, которое вы сейчас смотрите, это тоже попытка. Ну, если вы до сих пор не видели про эту деревню, перейдите, посмотрите, если хотите поддержать мои каналы. Пожалуйста. Бесполезно. Таким способом никто не перейдет, не посмотрит. Надо заинтересовывать как-то по-другому. И вот как заинтересовывают, снимая кринжатину и делая захватывающие кликбейтные картиночки и заголовочки. И именно этим я решил заняться. Переступить через себя. Пофиг, что мне это не нравится. Потому что если я буду делать только так, как считаю правильно, я каналы так никогда и не раскручу. И все эти донаты от постоянных зрителей просто впустую. А так, пока они поддерживают канал и у меня есть желание снимать, я снимаю. Прошелся мимо дедушек. Потом посмотрим, как они смотрели на эту камеру и на меня. Потому что назад же я не оглядывался, когда с вами только что шел. Фишка 360-градусной камеры. Вот такая вот новость. Поэтому, если вы иногда видите на Denlos TV какую-то кринжатину, например, как я бегаю по лесу с тяжеленной колонкой и чуть не умер от сердечного приступа, так вот, знаете, это все для того, чтобы продвинуть какой-нибудь видеоролик, в том числе про деревню. Но я очень надеюсь, что все-таки там наберется критическая масса, и этот ролик про деревню с 11 домами наберет хотя бы 100, возможно, благодаря вам. Ну и заходим в супермаркет. Тут, кстати, на входе супермаркета написано: съемка запрещена. Но мне никто ни разу никогда вообще ничего не сказал. И даже во время съемки подходят, то сфотаться предлагают, то подсказать. Один раз я снимал, еще полные руки, нам взяли тележку, подкатили, типа, складывайте. Я говорю: да спасибо, мы так справимся. Да нет, складывайте. Так что тут со съемкой все окей. Яйца. Вот они, яйца. Мы берем вот такие вот дешевые яйца. Чего? 3,68 за полкило. Очень дешево. Раньше были по 5, и 30 яиц выходило примерно 15-16 юаней. А теперь будут меньше, чем по 4, еще дешевле. Я очень-очень рад. Перец. Но у меня на острый перец жуткая аллергия. Да, я люблю острое, но у меня на него аллергия. Рыбка живая. Это, наверное, бабушка, это не мама. Для мамы она слишком не молода. Вот налево давайте посмотрим. Да, скорее всего, бабушка. Ну что ж, прощаюсь с вами. Увидимся в следующих видеороликах. И достаточно скоро. Я уверен, что вы не успеваете смотреть все видео. Но я теперь не дублирую. Ну, в смысле, стараюсь не дублировать. И делать покороче. Вот этот, например, я бы снял еще дольше. Есть еще что рассказать, но яйца не ждут. Не забудьте ставить лайки и писать комментарии. Спасибо вам огромное. Особенно тем, кто поддерживает канал бустером и донатером.